Марина весь день не знала, с чего начать разговор с мужем. И тому была причина. Они уже 16 лет были в браке, подрастал сынок Максим. Все было у них налажено и устроено. Андрей работал на хорошей должности. Марина тоже трудилась в престижной фирме. И тут, как гром среди ясного неба, беременность. В 42 года. Сомнений быть не может. Женщина уже была у врача. Как сказать об этом мужу? Как он отреагирует? Ведь детей не было в их планах. Еще пару недель назад Марина поняла, что с ней что-то не то. Но мысли о беременности не было. Неделю она ходила на работу, а потом решила взять отгул и обратиться к врачу. Выслушав ее, терапевт посоветовала купить тест на беременность, и если вдруг он окажется отрицательным, то тогда прийти сдать анализы. Марина вышла из поликлиники в задумчивости. Как же так? Этого просто не может быть. Да, есть у нее задержка, но это бывает часто, и она к ней привыкла. А еще после того, как она родила Максима, врачи сказали, что повторно забеременеть шансов у нее практически нет. Тогда они еще решили, что раз так, значит, будут одного ребенка воспитывать. На всякий случай, конечно, предохранялись. И тут такое. Она зашла в ближайший супермаркет, купила немного продуктов и заодно тесты на беременность. Благо, сейчас за ними не надо идти отдельно в аптеку. Ей даже было немного стыдно из-за своего возраста, как будто 16-летняя девочка краснела, когда кассир пробивала ее покупки. Но кассир даже не обратила на нее внимания, а делала свою работу уже механически. Марина взяла несколько тестов и, придя домой, решила сразу сделать один, а не ждать утра. Тем более сейчас они более современные, даже с дисплеем или типа того, да и обещают результат в любое время дня. Положительный тест у нее вызвал чувство паники, а не так, как было в первый раз, когда она сразу бежала к мужу, и он радовался вместе с ней. Сейчас надо посетить врача, а потом, если все еще раз подтвердится, подумать, как сказать Андрею. И вот сегодня она наконец-то попала на прием к врачу и УЗИ. Все подтвердилось. Как все преподнести мужу, она так и не придумала, так что решила просто сказать как есть. Сегодня у Андрея сокращенный день на работе, так что не придется говорить уже перед сном. «Андрей, у меня для тебя новость. Только пообещай, что отреагируешь спокойно. Я сама очень взволнована». Пыталась начать разговор Марина. «Что там у тебя, Маринка?» – засмеялся муж. «Рассказывай, а то прямо интересно, что там за заговоры? Или опять придумала, как весело провести выходные где-нибудь далеко?» «Андрей, я жду ребенка», – выпалила Марина и зажмурилась в ожидании реакции мужа. «Мариночка, сегодня вроде не 1 апреля, а ты шутить надо мной решила», – засмеялся муж. «Говори уж, что придумала. Небось, с Олеськой опять решили нас, мужиков, вывести на природу?» «Я не шучу. 5 недель. Сегодня у врача была». Андрей нахмурил брови и вышел на балкон. Гнетущая тишина напрягала каждую клетку Марины, но она понимала, что мужу нужно дать передышку, чтобы он принял эту новость. Она сама была тоже в ступоре, когда узнала, и никак не ожидала, что Андрей кинется ее обнимать после этой новости. Ничего, сейчас подумает, придет и будут планировать свою жизнь. Они всегда планировали на год вперед. Когда будет отпуск, куда поедут, что надо сделать дома. А теперь планы придется поменять. Так прошло 5, потом 15 минут. Муж все не возвращался с балкона. Марине надоело сидеть на диване и смотреть на дверь. Она встала и пошла на балкон. «Андрей, может, ты уже что-то ответишь мне? Или так и будешь стоять оставшиеся 8 месяцев и молчать?» Терпение Марины уже было на исходе. Андрей встрепенулся, показал жестом, чтобы Марина зашла в квартиру, и пошел следом. Балкон не место для таких разговоров. «Ребенка не будет. Не будет, Мариш. Ты сама это понимаешь», — наконец произнес Андрей. Он серьезно посмотрел на жену, и она понимала, что он не шутит. «Нам не нужен этот ребенок, и ты сама это должна понимать», — сказал он свое окончательное решение.
Этот ребенок будет. Он родится. Я так решила. С тобой или без тебя. Выпалила Марина и закрыла лицо руками. Андрей молча прошел в спальню и также молча вышел оттуда через некоторое время. В руках у него ничего не было, только переоделся. Муж уехал на машине, не сказав куда. «Ничего», — подумала Марина, — «пусть свыкнется с мыслью, что скоро станет еще раз отцом. Этот ребенок мне так же дорог, как и наш сын», — размышляла женщина. «И раз Бог дал нам счастье снова испытать радость родительства, кто мы такие, чтобы перечить ему? А если не вернется, то она сможет и сама справится, ведь уже не маленькая девочка, да и Максим поможет». В сыне она не сомневалась, он ее первый помощник во всем. Несмотря на то, что мальчик, он и поесть поможет приготовить, и убраться. С этими мыслями и решила она позвать сына из его комнаты. «Максим, сынок, подойди ко мне», — позвала Марина своего 15-летнего сына. «Да, мамуль, что хотела?» Сын в наушниках подошел к матери. «Я хочу с тобой поговорить. Скажи, ты когда-нибудь хотел братика или сестричку? Просто хочу поинтересоваться у тебя. Ты пока ничего такого не подумай», — запинаясь, говорила Марина. «Конечно, хотел, мамуль. Я же вам не раз об этом говорила уже. Только отец всегда отвечал, что у нас нет возможности их заводить, что я ваш любимый и единственный сын. А так, конечно, хотел бы». «Мам, ты что, беременна?» — с улыбкой спросил Максим. «Да, сынок, я жду ребенка. Кого ты больше хочешь, сестру или брата?» «Мамулечка!» — сын бросился обнимать мать. «Ты не представляешь, как я рад! Ты у меня самая лучшая, самая красивая мама. Если честно, я бы хотел сестренку, но и брату буду рад». «Круто! А папа уже знает? Ты его обрадовала?» Было видно, что Максима переполняют эмоции. «Да, сынок, обрадовала», — растерянно ответила Марина, и по ее взгляду сын все понял. Он обнял ее. «Все, иди к себе в комнату. Чуть позже будем кушать». Андрей вернулся только поздно вечером. Марина не знала, как продолжить дневной разговор с мужем. Было видно, что он очень расстроен, но и оставлять эту ситуацию нельзя, ведь надо решать, как они будут жить дальше, вместе или нет. «Андрей, ты хорошо обдумал ситуацию? Ты понимаешь, что решается судьба нашего ребенка? Он такой же наш ребенок, как и Максим, которого ты очень любишь», — начала разговор Марина. «Да, хорошо обдумал. Нам больше не нужны дети. Нам уже не по 20 лет, Марина. Я не хочу заново переживать это все. Пеленки, ночи без сна. Макс скоро станет взрослым. Думал, наконец-то поживем для себя. А тут опять. Я не в том возрасте, чтобы не спать ночами, чтобы бегать по парку. Мне уже хочется просто отдыхать». Дитя не мешает жить, а наоборот, делает жизнь красочнее. Я тоже все обдумала и приняла решение родить этого малыша. Если ты меня не поддерживаешь, что ж, насильно я тебя не заставлю. У нее внутри еще теплилась надежда, что Андрей сейчас передумает. Но как можно не хотеть своего же ребенка? Как можно отправлять ее на аборт? Она посмотрела на мужа, его лицо было злым. «Тогда нам придется развестись, потому что я не хочу этого ребенка», — почти криком ответил Андрей и хлопнул дверью на кухне. На шум вошел сын и увидел плачущую мать. Он слышал разговор родителей, его сложно было не услышать. Максим как раз шел на кухню и застал начало разговора, поэтому присел на диван и ждал. А когда вышел из кухни отец, то бросился к матери. «Мамуль, не плачь, и это вредно моей сестричке. Я вас не оставлю, я стану главой семьи, если папа уйдет». Сын обнял маму. Он поглаживал ее по волосам, как делала обычно она, чтобы успокоить его. А теперь его помощь нужна маме, и он поможет ей во всем. «Спасибо, сынок. Какой ты у меня уже большой. А почему ты решил, что это будет именно сестричка?» Марина наконец-то улыбнулась. «Не знаю, но почему-то чувствую, что скоро у меня будет сестра», — ответил Максим.
и она будет такая же красивая, как и ее мама. На следующий день Андрей поехал на работу. Был выходной, в офисе почти никого не было, но ему надо было хоть чем-то заняться, поэтому решил проработать некоторые моменты по проектам, перепроверить за новеньким документацию. Так весь день и пролетел. Он даже на обед никуда не ходил, только пару раз к автомату за кофе и шоколадным батончиком. Ему не хотелось возвращаться домой после работы. Он долго сидел в машине, потом решил заехать в кафе и выпить кофе. В кафе было много народу, пришлось стоять в очереди. Вдруг кто-то начал тормошить его за штанину. «Папа, папа, не забудь ту пироженку купить, с ягодками католая. Не забудь, папа!» Девчушка лет 3, как оказалось, перепутала Андрея со своим отцом. Увидев, что это не ее отец, девчушка слегка смутилась, а потом заулыбалась такой лучезарной и заразительной улыбкой, что Андрей сам не смог сдерживаться и тоже улыбнулся. Девочка убежала к папе, который, взяв ее на руки, стал показывать ей пирожные на витрине. Андрей уже собирался возвращаться домой. Нужно было решать вопросы с разводом и переездом. У него была однокомнатная квартира, которую унаследовал после смерти бабушки. Там никто не жил. Они решили ее оставить Максиму, чтобы, когда парень соберется жениться, то не придется снимать и есть уже свой угол, а расшириться всегда можно. Вот в эту квартиру он и переедет, а в большой останутся жена и сын. Он понимал, что поступает плохо, оставляя уже 2 своих детей и жену. А теперь перед глазами стояла та маленькая девочка из кафе, которая так смешно выпрашивала пирожные. В какой-то момент Андрей понял, что через 3 года и он мог бы вот так гулять со своим маленьким сыном или дочкой, что снова они с Мариной чувствовали бы себя молодыми родителями, прошли бы все заново. И улыбка этой милой девчушки, даже воспоминание об этой улыбке заставило его самого улыбнуться, но ненадолго. Мысли вернулись в реальность, а эта самая реальность не радовала. Андрей вернулся домой и молча пошел спать. Долго не мог уснуть, ворочался почти до утра. Ближе к утру он увидел в полусне картинку. Та самая девочка из кафе. Только она не улыбалась, а смотрела на него очень грустными глазами. По ее щечкам текли слезы. Она их не вытирала, просто стояла и смотрела на Андрея, а потом как-то почти неслышно пролепетала: «Папа, я хочу жить». И Андрея во сне словно током ударило. Ее слова отдавались тяжелым звоном где-то в подсознании. Андрей вскочил с кровати, весь в холодном поту. Вдруг он, наконец, осознал, какую глупость он чуть было не совершил. Он хотел убить своего ребенка. Да и Марина. Господи, он отправлял на это свою любимую жену, мать ребенка. Марина спала в зале на диване. С того самого разговора она не заходила в спальню. Он предлагал ей поменяться, но она отказалась. Он неслышно оделся и вышел из квартиры. Только начало рассветать. На улице практически никого не было. Сначала направился к машине, а потом передумал. В таком состоянии нельзя за руль. Пешком тоже до нужного места далеко, и поэтому он вызвал такси. Попросил водителя не уезжать и уже через 10 минут сел обратно в машину с огромным букетом алых роз. «Куда дальше едем?» «Домой, то есть обратно». Таксист улыбнулся и больше не задавал вопросов. Марина, проснувшись, застала мужа на коленях перед собой с букетом цветов и ничего не могла понять. «Это тебе, любимая. Я не знаю, что сказать. Я хочу сказать только одно слово. Прости. Прости меня ты и наш ребенок, которого ты носишь. Я был глупцом. Я не понимал, что делаю. И если вы меня простите, то позвольте мне только одно – выбрать имя, если родится дочка. Я хочу, чтобы мою дочь звали Машенька, Мария, как мою бабушку». Из глаз Андрея потекли слезы.
Через 8 месяцев Марина родила доченьку, которую назвали Марией. Отец и брат, гордые и счастливые, стояли возле роддома с букетами цветов, дожидаясь своих девочек. Андрею было все еще страшно, справится ли он. Но Максим обещал помогать родителям. Только предупредил отца, что если тот еще что-то такое выкинет, то он его больше на порог не пустит. Андрей сначала на это хотел сказать что-то типа «Как ты смеешь говорить с отцом?», но вместо этого улыбнулся, пожал сыну руку и сказал, что больше никогда и ни за что не расстроит Марину. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.